Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о новинке от известного российского бренда Комс, а именно о зрительной трубе ZRT457M. Поехали! Ну а прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить, что на нашем канале вы найдете огромное количество видеороликов на тему оптической техники. Это как отдельные обзоры различных приборов, а именно монокуляров, зрительных труб, биноклей, телескопов и микроскопов, так и общие информационные видео на тему астрономии, микроскопии и в целом оптики. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых выходящих на нашем канале материалов. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Также в описании под видео вас ждет ссылка на наш Instagram-аккаунт. Огромное количество полезных статей и красивых фотографий. Переходите, я думаю, не пожалеете. Ну а мы, пожалуй, начнем. Зрительная труба ZRT457M – это относительно недавно появившаяся в ассортименте российского бренда Комс модель. Представляет из себя достаточно мощную трубу с двумя фиксированными значениями увеличения 30 и 60 Гц, что очень впечатляет. Во всем остальном это типичный прибор от данного бренда. Надежный металлический корпус, качественная оптика, ну и, конечно же, долговечная механика. Не будем более тянуть, переместимся к этому инструменту поближе и посмотрим на него поподробнее. Зрительная труба ZRT457M позиционируется производителем как прибор для профессиональных стрелков для рассматривания мишеней на дальней дистанции. Первые модели под наименованием ZRT457 начали выпускаться заводом еще на рубеже 50-60-х годов 20 века, и за прошедшее время инструмент претерпел не так уж много изменений. Однако в новом цвете труба появилась в ассортименте бренда совсем недавно. Друзья, сразу хотелось бы отметить, что такие большие значения увеличений 30 и 60 Гц являются достаточно специфическими и узкоспециализированными. Они могут не подойти для большинства задач. Чтобы лучше ознакомиться с этой темой, рекомендуем перейти по ссылке в углу экрана или в описании под видео и посмотреть наше видео о приборах с большим увеличением. В комплектацию модели входят следующие аксессуары: документ, объединяющий в себе руководство по эксплуатации и гарантийный талон, сумка из кожзама с регулируемым наплечным ремешком и двумя отделениями на змейке, основным для самой трубы с мягкой поролоновой подкладкой и маленьким дополнительным для штатива, раздвижная металлическая тренога с двухсекционной удлинительной колонной и раскладывающимися ножками. Ее минимальная высота составляет 35 см, а максимальная в полностью разложенном состоянии 89, что относит данный штатив к категории настольных, то есть его использование предполагает либо наблюдение лежа, либо установку на дополнительную подставку. Труба устанавливается на треногу путем одевания и прижима специальной секции со втулкой на верхнюю часть колонны. На этом же элементе за счет ослабления или закручивания винта можно отрегулировать плавность хода прибора по вертикальной оси. Переходник, с помощью которого труба монтируется на штатив, является несъемным. Его снятие будет сопряжено с нарушением целостности конструкции модели. Прижимная втулка с внутренним диаметром 18 мм предполагает использование только с комплектным триподом. К сожалению, монтаж на стандартный фотоштатив здесь не предусмотрен, что достаточно удручает. И для того, чтобы установить этот инструмент на полноразмерную треногу, потребуется самостоятельно, что называется, сколхозить крепеж. Корпус трубы выполнен из металла, впрочем, как и у большинства прочих приборов от Казанского оптико-механического завода, что придает инструменту особую надежность и долговечность. В то же время стоит отметить, отсутствие дополнительного покрытия может сделать некомфортной работу с прибором на сильном морозе, а диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия предполагает такую возможность. Взаимодействовать с трубой без перчаток будет как минимум не очень приятно. Обратите внимание, корпус не защищен от дождя, что указано в паспорте изделия, в связи с чем все наблюдения в пасмурную погоду строго не рекомендуются. Модель достаточно габаритная, длина трубы составляет 45 см, а масса, согласно нашим замерам, 1287 грамм, несмотря на указание производителя о максимальном допустимом весе в 1,2 кг. Таким образом, учитывая размеры и высокую кратность прибора, можно сказать, что использование ZRT457M возможно только со штативом. Наблюдение с рук будет крайне непродуктивным.
Масса комплектной треноги составляет 950 грамм. Согласно паспорту, вес трубы и штатива в сборе не должен превышать 3 кг. В нашем случае этот параметр выдерживается. Прибор оснащен крупным светосильным объективом диаметром 70 мм, необходимым для адекватной работы на высоких значениях кратности при априори темной выходной картинке. Материал оптики заводом, к сожалению, не указывается, но по всей видимости в трубе используется классическое для производителя стекло марки BAK4 с характерным фиолетовым просветляющим покрытием. Неплохое решение, весьма распространенное среди инструментов бюджетного и среднего ценового сегмента. На торце трубы со стороны объектива расположена съемная бленда для защиты оптической системы от вредного влияния бокового света. Высокая кратность предполагает возможные трудности с наведением трубы на небольшие, сильно отдаленные от наблюдателя цели. Для облегчения данной процедуры требуется нечто вроде искателя. В качестве последнего производителем предусмотрен откидывающийся целик, который действительно может помочь в наблюдениях. Фокусировка трубы осуществляется с помощью рельефного колеса гайки. При работе с ним можно ориентироваться на шкалу расстояний, отмечающие, на какой дальности от пользователя в данном положении будет установлена резкость. Как становится понятно по данным пометкам, минимальная дистанция фокусировки прибора составляет 25 метров. Сразу за гайкой располагается блок с призмами. Наряду с объективом важнейший элемент оптической схемы инструмента. Металлический корпус надежно защищает элементы внутри от повреждений. Здесь же нанесена маркировка с обозначением модели и серийным номером конкретного экземпляра, который должен соответствовать указанному в паспорте изделия. За призменным блоком находится переключатель между двумя фиксированными значениями увеличения 30 либо 60 крат. Обратите внимание, плавная смена кратности в диапазоне между данными значениями конструкции не предусмотрена. Столь высокие увеличения приводят к тому, что труба обладает крайне узким углом обзора, составляющим 1 градус 10 угловых минут и 49 угловых минут соответственно для каждого положения переключателя. Переводя в линейные значения указанные показатели, мы получаем в первом случае поле зрения шириной всего в 20 метров на расстоянии от наблюдателя в 1 километр, а во втором 14 метров. Обрамленный пластиковым наглазником окуляр имеет достаточно маленький вынос выходного зрачка, всего 7,8 мм, то есть глаз должен практически касаться его внешней линзы для получения наиболее правильного, четкого и полного по площади изображения, что не очень удобно. Кроме того, выходная линза имеет крошечный диаметр, из-за чего любые, даже незначительные отклонения от оптической оси прибора будут приводить к потере резкости и сокращению видимого поля, что в конечном итоге приводит к быстрому утомлению глаз и визуально постоянно плавающие картинки. Ведение продуктивных наблюдений со зрительной трубой ZRT457M в этом плане потребует от пользователя определенной сноровки. Друзья, напомним, что в последнее время на рынке появляется все больше подделок и кустарных копий оптики известных брендов, в том числе и многих моделей COMS. Чтобы не попасться на уловки мошенников, рекомендуем посмотреть отдельное видео на нашем канале на эту тему по ссылке в углу экрана или в описании под роликом. Правильно оформленный паспорт на изделие Казанского оптико-механического завода – это один из верных признаков оригинального прибора. Как мы и говорили ранее, он содержит в себе руководство по эксплуатации с описанием комплектации и технических характеристик модели, а также гарантийный талон, на котором обязательно должны присутствовать синие печати с датой изготовления, отметкой о прохождении входного контроля, штампом упаковщика и индивидуальным номером экземпляра. Последний должен соответствовать номеру, выбитому на корпусе самого инструмента. Как видите, паспорт нашей трубы соответствует всем указанным пунктам. Что ж, мы поговорили о конструктивных особенностях и технических характеристиках модели, пора перейти к практическому тестированию. Перед вами изображение из окуляра зрительной трубы COMS ZRT457M, снятое камерой на увеличение 30 крат. Такой способ съемки не передает в полной мере качество картинки, несколько ухудшая его. При непосредственном наблюдении глазами вы увидите более четкую и детализированную картинку. Тем не менее, продемонстрировать общий уровень получаемого изображения таким образом можно. Область, за которой мы наблюдаем, располагается в 550 метрах от нас, и благодаря высокой кратности мы видим ее эквивалентно восприятию невооруженным глазом с расстояния всего в 18,5 метров. В целом, получаемая картинка отличается достаточно неплохой резкостью в центральной части поля зрения, хотя ближе к краям она начинает существенно снижаться, правильной цветопередачей и хорошим разрешением. Яркость за счет
счет большой кратности несколько снижена по сравнению с реальной. К сожалению, таким недостатком обладают практически все приборы, чье значение выходного зрачка, то есть соотношение между диаметром главного оптического элемента и увеличением, приближается к 2. Вследствие этого нужно отметить еще один нюанс использования данной трубы. Она не очень подходит для работы в условиях недостаточного освещения, при высокой облачности, тумане или в сумерках. А так выглядит та же область на втором значении кратности 60. Вы можете видеть, что изображение стало еще более темным, и несмотря на неплохую резкость картинки, наблюдать становится все тяжелее. Кроме того, такие сверхвысокие значения кратности требуют максимальной устойчивости штатива, которую комплектная тренога не может обеспечить в полной мере. А как мы отмечали ранее, использование других решений не предусмотрено конструкцией, что является существенным недостатком модели. Свои коррективы вносит и влияние атмосферы. Тяжелый городской воздух, наполненный пылью и смогом, значительно ухудшает видимость на больших расстояниях. Предлагаем также посмотреть на тесты данной трубы, записанные с помощью смартфона в обычном режиме и с дополнительным двухкратным объективом на различные дистанции от 300 метров до 3 километров до наблюдаемых областей. Таким образом, комфортная работа со зрительной трубой в целом и на максимальной кратности в частности требует наличия определенных условий: хорошего внешнего освещения, спокойной атмосферы и желательно чистого воздуха, а также максимально устойчивого штатива. Несмотря на многие ограничения, вносимые спецификой прибора, это все еще качественный, неплохой инструмент в бюджетном ценовом сегменте, подходящий для узкого круга задач в сфере работы с точечными, сильно отдаленными объектами. Хотя конкуренты и наступают данной модели на пятки. Например, немного расширив бюджет, уже можно рассмотреть некоторые зрительные трубы, предлагаемые другими производителями с оптикой класса ED, наличием переменной кратности и другими преимуществами. Однако Комс — это бренд заслуженно и давно снискавший популярность многих любителей оптики, и конкурировать с ним отнюдь нелегко. Что ж, друзья, как мы поняли в ходе сегодняшнего обзора и теста, зрительная труба ZRT457 — это действительно достаточно интересный инструмент, заслуживающий определенного внимания. Конечно же, не обошлось и без огрех. Например, трубу нельзя установить на стандартный фотоштатив, не прибегая к каким-то сторонним, порой самостоятельно изобретенным методам. Кроме того, ее значения увеличения достаточно специфичны и могут не подойти для большинства повседневных задач. Назначение этой трубы — это конкретно точечное наблюдение за сильно отдаленными объектами на расстоянии от километра и более. В то же время, как всегда, нужно отметить достаточно неплохую оптику, надежную механику и прочный, надежный металлический корпус. В целом, это очередной приятный подарок для всех любителей отечественной оптики. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или вам есть что добавить к теме сегодняшнего обзора, обязательно все это оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!